Витаю, друзья! И здравствуйте, все добрые и адекватные люди. Если вам больше 35, то проверьте себя честно. Вот вы вроде бы не слабый человек, у вас есть мышцы, вы ходите в зал, вы поднимаете большой вес и ездите на велосипеде даже, и без труда поднимаетесь по лестнице, но тело вроде бы уже и не то. Раньше резко ускорился и поехал, подпрыгнул, вскочил с пола, поскользнулся и сразу поймал равновесие. А сейчас движение будто бы идет с задержкой. Сначала тело думает, а потом делает, и вот это очень неприятный момент, потому что один из первых признаков старения мышц – это не обязательно дряблость, не обязательно это потеря объема и даже не всегда явная потеря силы. Очень часто первым уходит совершенно другое – скорость включения силы. То есть мышцы еще есть, сила вроде бы еще есть, а тело уже тормозит. И сегодня я хочу вам показать одну вещь, которую многие вообще не отслеживают. После 35-40 лет нужно думать не только о том, сколько у вас мышц. Нужно думать, умеет ли тело быстро ими пользоваться. Потому что жизнь проверяет не только силу, а жизнь проверяет реакцию. Вы споткнулись или поскользнулись, и нужно быстро встать. Нужно резко удержать равновесие или нужно сделать шаг в сторону, чтобы не упасть. И вот в этот момент вам уже не поможет медленный жим ногами в тренажерном зале. Тело должно включиться сразу, без долгих переговоров с мозгом. И сразу скажу, это видео не про то, что после 35 лет все плохо. И не про то, что надо срочно прыгать как школьник. Наоборот, если в 50 лет внезапно начать прыгать как школьник, то можно быстро познакомиться с травмпунктом. Причем знакомство будет теплым, но недолгим. И это видео про другое. Как понять, что тело как бы теряет пружину? Потому что обычная качалка это не всегда решает. И как безопасно вернуть быстрый режим? Но сначала простой тест. После видео попробуйте 4 вещи. Первое – это просто быстро встать со стула без помощи рук. Не медленно, не аккуратно, как будто вас снимает комиссия на камеру, а энергично. Второе – подняться по лестнице и почувствовать, ноги работают упруго или просто ватные. Третье – сделать небольшой прыжок с места. Не на рекорд, не надо доказывать соседям, что вы еще тот кенгуру. Просто почувствуйте, есть ли у вас внутри пружина. И четвертое – короткое ускорение. На велосипеде, например, на беговой дорожке, на велотренажере. Но там, где безопасно. Не надо геройства, просто почувствуйте. Тело сразу отвечает или оно сначала тупит. И это часто честнее, чем зеркало. Потому что зеркало показывает объем, а жизнь проверяет мощность. Сила и мощность – это разные вещи. Сила – это сколько вы можете поднять, а мощность – это как быстро вы можете эту силу включить. Можно, например, медленно поднимать довольно приличный вес, но при этом уже плохо реагировать на резкое движение. И вот это многие и пропускают, потому что думают, я же не слабый. Да, не слабый, но вопрос другой. Вы быстрый, вы упругий, вы можете резко включить тело, когда это нужно. Или тело уже работает как старый дряхлый компьютер. Нажал кнопку и долго ждешь. Почему так происходит? Очень коротко, мышца – это не просто мясо. Мышцей управляет нервная система. Представьте себе двигатель, электродвигатель и проводку. Двигатель еще есть, но проводка уже работает хуже. Команда до мышцы доходит не так быстро, не так точно, не так мощно. И в мышцах есть разные режимы. Есть спокойный режим, например, ходьба, поддержание осанки или обычные движения. А есть мощный режим – рывок, прыжок или ускорение. Реакция на потерю равновесия, и с возрастом первым часто проседает именно режим мощности. Не обязательно все тело сразу становится слабым. Абсолютно нет. Человек может ходить, работать, тренироваться и даже хорошо выглядеть. Но быстрые движения уже уходят. И быстрые мышечные волокна уже хуже включаются. Нервно-мышечная связь
работает менее эффективно, и получается довольно странная ситуация. Мышцы вроде бы есть, объем у нас есть, и медленно поднять вес мы тоже можем, а взрывного движения уже нет. Двигатель на месте, а педаль газа тупит. И вот здесь многие делают ошибку. После 40 человек говорит: мне надо сохранить мышцы. И начинают делать только медленные тренировки. Тренажеры, плавные повторения, спокойное кардио, ходьба. Это все полезно. Я не говорю, что это плохо. Но если в жизни вообще нету быстрых контролируемых усилий, организм получает очень простой сигнал. Этот режим вам больше не нужен, а то, что не используется, тело постепенно убирает. И поэтому задача после 35-40 лет не просто сохранить мышцы. Задача сохранить тело, которое быстро слушается. Но здесь очень важное слово «безопасно». Не надо бежать в спринт, если вы 10 лет не бегали. Не надо прыгать на тумбу, если у вас болят колени. Не надо соревноваться с 20-летними. Это не тренировка эго, это тренировка нервно-мышечной системы. И начинать надо спокойно. Сначала техника, потом сила, и потом скорость, а потом уже и мощность. И только в таком порядке. Кому-то достаточно начать с быстрого подъема со стула. Сел, встал и все. И вроде бы уже сделал работу. Но не развалившись, а собранно. Кому-то подойдет лестница, кому-то 10 секунд ускорения на велотренажере. Кому-то силовое упражнение, где подъем делается быстрее, а опускание медленно и под контролем. Подготовленным людям вообще можно добавлять интервалы, спринты или даже прыжковые элементы. Но смысл не в конкретном упражнении, а смысл в том, чтобы тело не забывало быстрый режим. Потому что старение – это не только морщины. Старение – это когда вы все дольше думаете перед движением. Раньше тело само ловило равновесие. А теперь вы заранее боитесь спуститься по мокрой лестнице, боитесь резко повернуться, боитесь поскользнуться, боитесь упасть. И это не мелочь, это уже запас безопасности. И есть еще один неприятный момент. Если уходит мощность, то хуже становится и тренировка, потому что хорошая тренировка – это не просто движение, а это стимул. А чтобы дать мышце хороший стимул, нужно уметь включать достаточное количество мышечных волокон. Если быстрые волокна плохо включаются, то, само собой, тренировка становится уже хуже и не такой эффективной. Ответ организма также будет хуже. Адаптация хуже. И человек вроде занимается, но прогресс все хуже и слабее. И он думает, что это возраст. Ну, частично да. Но часто проблема еще и в том, что человек тренирует только спокойный режим, а быстрый режим вообще не трогает. И теперь важный момент. Это не значит, что всем нужно срочно делать взрывные тренировки. Если есть боль в суставах, выраженная гипертония, проблемы с сердцем или головокружение, или высокий риск падений, выраженный лишний вес, неврологические симптомы. Начинать надо, конечно же, не с прыжков. Начинать надо с врача, обследования и нормальной программы. Потому что мощность должна возвращать вам безопасность, а не отправлять вас на МРТ колена или на рентген. Но полностью игнорировать быстрый режим тоже нельзя. С возрастом тело очень хорошо понимает язык нагрузки. Если вы двигаетесь только медленно, тогда и тело тоже у вас становится медленным. Если вы иногда дозированно и, самое главное, безопасно напоминаете ему про быстрый режим, оно получает совсем другой сигнал. Сохранять не только мышцы, а сохранять управление. Теперь про добавки. Я специально об этом не говорю в самом начале, потому что надо начинать не с добавок, надо начинать с системы. Есть одно
очень интересное исследование, которое хорошо показывает вот сам принцип, о котором мы сегодня говорим. Людям около 70 лет давали одинаковые тренировки ног на 6 недель. Одна группа получала плацебо, другая 200 мг кверцетина в сутки. И все тренировались одинаково. Но группа плацебо прибавила в силе примерно 5%, а группа кверцетина около 15%. Почти в 3 раза больше. И самое интересное, что мышечная масса почти не изменилась. То есть люди стали сильнее не потому, что резко нарастили мышцы, а потому что мышцы начали лучше работать. И лучше использовать то, что у них уже есть, но просто раньше не включалось или перестало включаться. Это важная мысль. Иногда сила и мощность растут не только от увеличения объема. Иногда улучшается качество управления. И мышцы лучше включаются, и нервная система лучше ее подключает. Тело эффективнее использует именно собственный потенциал. Но здесь сразу надо сделать паузу, потому что кверцетин пока что не чудо, не таблетка молодости и не замена тренировкам. Не волшебная добавка из серии «выпил и стал суперменом». Это маленькое исследование, оно интересное, оно перспективное, но не окончательный приговор науки. Кверцетин – это растительное соединение, которое есть, например, в луке, в яблоках, в ягодах, в винограде. Лично я сам использую 200 мг кверцетина, форма с высокой биодоступностью, фитосомальный кверцетин. И субъективно я чувствую улучшение в интервальной и силовой работе. Но мои ощущения – это не доказательство, это просто мой личный опыт. Для меня кверцетин не основа, а просто возможный дополнительный инструмент. Основа – это другое. Это силовые тренировки и контролируемая работа на мощность, достаточный белок, достаточный сон, достаточное восстановление, и нормальное общее здоровье. Потому что если у человека, например, анемия, проблема со щитовидной железой, инсулинорезистентность, хроническое воспаление, различные дефициты, низкий тестостерон у мужчин или плохой кровоток, мышцы тоже будут при этом хуже работать. И никакая добавка это нормально не перекроет. Из добавок для силы и для мышечной функции более уверенно, доказанно выглядит, конечно же, креатин. Но он не заменяет тренировок. Кверцетин – это очень интересный кандидат, но доказательная база пока намного уже по сравнению с тем же креатином. А вот витамин D, как некоторые говорят, я бы сегодня вообще не ставил в один ряд с добавками для мощности. У него другая задача – коррекция установленного дефицита, нарушение костно-минерального обмена при остеомаляции, при остеопорозе, при нарушении всасывания витаминов. Конкретные медицинские показания – это да, но не пейте витамин D для силы, чтобы не падать. Это слишком грубо и уже не соответствует современной логике доказательной медицины. Поэтому порядок у нас должен быть такой. Сначала здоровье, потом тренировки, потом питание и восстановление. И только потом добавки. Креатин, если есть задача поддержать силовую работу и нет противопоказаний. Кверцетин как интересный, но пока не универсальный инструмент. Витамин D только при дефиците или при показаниях. Не начинайте с добавок, начинайте с системы. Хорошие мышцы – это не просто объем. Мышцы должны уметь 3 вещи. Создавать силу, быстро ее включать и делать это безопасно. Вот тогда мышцы работают не только в зале, они начинают работать в жизни. Вы увереннее ходите, лучше держите равновесие, легче реагируете, если вдруг оступились, и лучше, конечно же, переносите нагрузку. Дольше сохраняете самостоятельность, и это уже не про красоту, это про качество жизни. Я понимаю, что сейчас кто-то напишет: «Мне 50, а я сильнее, чем был в 30». Это прекрасно, но это не отменяет старение мышц. Это значит, что в 50 вы тренируетесь лучше, чем тренировались в 30. И это отлично.
Тренировки действительно могут сделать 50-летнего человека сильнее, чем он был в 30 лет, если в 30 лет он ничего не делает. Но если сравнивать одинаково тренированного человека в 30, в 50 и в 70 лет, нервно-мышечная система все равно меняется, к сожалению. Поэтому вопрос не в том, можно ли быть сильным после 50. Конечно, можно. Вопрос в другом. Что именно вы тренируете? Только медленную силу или еще способность быстро этой силой пользоваться? Вот это и есть разница. И если сказать совсем коротко, после 35-40 лет мы часто теряем не только мышцы, мы теряем скорость включения силы. И если вы хотите стареть медленнее, тренировать нужно не только объем, нужно сохранять тело, которое быстро слушается. После видео проверьте себя. Быстрый подъем со стула, лестница, прыжок, короткое ускорение. Есть ли пружина или тело уже включает движение с задержкой? Если пружины внутри нет, это не повод паниковать. Это повод вернуть правильный тип нагрузки. Постепенно, без геройства, без травмпункта, но системно. Ну и вы можете написать в комментариях, сколько вам лет и что у вас просело первым. Сила, скорость, выносливость или восстановление. Мне это реально интересно. И если комментариев будет много, то, наверное, я сделаю отдельный практический выпуск про то, как безопасно тренировать мощность после 40, 50 и 60 лет. В описании я оставлю ссылку на исследование и на видеокурс «Как замедлить старение. Практическое руководство». И, конечно же, будет ссылка на варианты индивидуального сопровождения. Берегите себя и берегите не только мышцы. Берегите способность быстро ими пользоваться.